Всем привет! Если вы видите меня в майке, в моей тренерской майке, это говорит о том, что сегодня таки среда. А если сегодня среда, значит речь пойдет о техниках естественного омоложения. И тут есть два варианта. Если вы моя постоянная подписчица, потому что эта тема скорее женская, чем мужская, значит вы пришли выучить упражнение для зоны глаз номер 3, потому что сегодня у нас третий урок, посвященный работе с круговой мышцей глаза. Если же вы, второй вариант, если же вы случайный зритель, который забрел на мой канал, то даже после просмотра этого видео и попыток сделать упражнения, я вам искренне рекомендую посмотреть первые два урока, которые размещены внизу по ленте. Вы по обложкам легко их узнаете. Речь идет о комплексе из фейсбилдинга, да, гимнастика для лица, для зоны глаз. Мы говорим о том, каким образом можно укрепить круговую мышцу глаза и улучшить состояние века, вот этой вот зоны, улучшить чисто визуально и укрепить на физическом уровне, на уровне мышц. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст, я тренер по гимнастике для лица и физиогномист. Как физиогномист я читаю лица и конструирую психологические портреты личности. К моей работе относятся консультирование в индивидуальном режиме и консультирование пар, также консультирование родителей на тему талантов их детей, но желательно после 15-16 лет. Также у меня на канале есть прямо отдельный плейлист, где я делаю физиогномические разборы лиц мирового уровня, скандальных, нескандальных. У меня там есть разные персоны, есть Шерлоки Холмсы, актеры, да, есть Эпштейн, это точно скандальная личность. Есть Трамп, из последних, есть испанские политики, из последних это Илон Маск, это Павел Дуров, основатель Телеграма. В общем, вы можете на свой вкус выбрать, что хотите. Обязательно посмотрите, вам это будет интересно. Вот. А мы сегодня с вами не будем долго затягивать. Речь пойдет о третьем упражнении для круговой мышцы глаза. Сегодня мы с вами тренируем нижнее веко. И я скажу вам так, это упражнение непростое. Вам нужно будет запастись терпением для того, чтобы его изучить, делать правильно. Вот мы с вами сегодня над ним поработаем. Но перед этим давайте сделаем небольшую глазную разминку. Я искренне надеюсь, что вы уже ее выучили за первые два урока. Но давайте начнем. Итак, сразу напоминаю, зона глаз, вот эта зона очень деликатная. Проблема круговой мышцы глаза заключается в том, что чисто физиологически она стареет. Одна из самых первых мышц на лице. К тому же она участвует в мимике, и это тема гусиных лапок. Про гусиные лапки у меня записано отдельное видео. Я думаю, что вы его, если не видели, то вот здесь вот можете посмотреть. Хорошо? Я подхожу к теме возникновения морщин на лице с точки зрения физиогномики. Поэтому там немножечко другое обоснование. Не то, к чему вы привыкли. Сели, делаем разминку для глаз. Делаем вдох, выдох. Вдох и выдох. Еще разок вдох и выдох. Можете поднять плечи, вдох, бросить резко вниз, выдох. Вдох. И резко вниз бросили, выдох. Движение глаз вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Обратите внимание, я не делаю вот так головой. Нет. У вас работают только глазные яблоки. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вы так делаете 10 раз, потом вправо, влево, влево, вправо, влево, вправо, влево. Так делайте тоже где-то 10 раз. Потом мы с вами делаем вот такие вот круги. В одну сторону. 3-4. Не надо сильно спешить. И в другую. Угу. Вдох. Выдох. Итак, мы с вами уже изучили первое упражнение, где мы поставили пальцы, зафиксировали уголочки, закрыли один, моргаем левым. Потом моргаем правым. Далее, второе упражнение, когда мы поставили пальцы на уголочки, указательный и средний, напрягали на 4 счета, опускаем верхнее веко, на 1 поднимаем.
верхнее веко, на 1 поднимаем. Подробно эти упражнения вы найдете в уроке номер 1, а второе упражнение полностью со всеми объяснениями в уроке номер 2. Упражнение номер 3. Работа с нижней частью, с нижним веком круговой мышцы глаза. Очень нежная, поэтому мы работаем медленно. Никакой интенсивности нельзя. Все услышали? Фиксируем локти, можете поставить на стол. Фиксируем пальчиками указательный средний пальчик, уголочки глаз, мягенько фиксируем, но хорошо. Плотненько так. Поднимаем глаза где-то на 45 градусов. То есть вот вертикаль, вы вот так поднимаете взгляд. То есть вы смотрите вот так, поднимаете взгляд вот так. Понятно? Вот так. И устремляете его куда-то в светлое будущее. Далее, я сейчас подвинусь поближе к вам. Смотрите, вы поднимаете нижние веки вверх на счет 1, 2, 3, 4 и плавно опускаете их на место. Нижние веки вы поднимаете на счет 4 вверх вот так. 1, 2, 3, 4. Опустили. Напрягая, да. 1, 2, 3, 4. Расслабили. 1, 2, 3, 4. Расслабили. Еще разок. 1, 2, 3. Хорошо, хорошо потянулись. 4. Расслабили. Было понятно? Было видно? Вот. Вот так вот. Нижнее. Вы когда нижнее веко напрягаете, вот, оно стоит твердым оно становится. Вот. Вот. Понимаете? 30 раз в день. 30 раз в день. Медленно, плавно. Это упражнение очень сонное и скучное. Но, смотрите, давайте посмотрим немножечко вперед. И я на себе этот результат очень классно получила. Когда вы укрепляете круговую мышцу глаза, вы вместо того, чтобы щуриться всей верхней частью лица и зарабатывать себе вот эти вот все морщинки от солнца, да, китайцы, вы начинаете щуриться с помощью круговой мышцы глаза нижнего века. Вот так. Вот так. Вот так. Фокусировка происходит та, которая нужна, но при этом у вас не морщится вот эта часть лица. И, естественно, не возникают морщины вокруг глаз, которые некоторые потом бесполезно закалывают уколами ботокса. Вот у меня нет ботокса, но у меня собственной морщины нет, хотя мне 45 лет. Я уже пошла на следующую 5. Понятно? После того, как вы сделали это упражнение, вы легонечко поморгали. Легонько, 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 легонько. И приступили к упражнению номер 4, которое вы получите ровно через неделю. Оставайтесь со мной в качестве моих подписчиков. Делитесь моим каналом со своими друзьями, подругами. Кроме того, что эти упражнения дают эффект подтяжки, эффект лифтинга. Это просто здоровье ваших глаз. Коротко расскажу историю свою. Я работала в офисе. Когда я училась на тренера по гимнастике для лица, я работала в офисе транспортной логистики. Это были глубоко довоенные времена, город Днепро, Украина. Я работала в офисе, и я сидела перед компьютером, перед монитором 10 часов. 10. Каждый день. Я приходила домой, у меня ощущение в глазах было, как будто мне туда песка насыпали. Понимаете? И когда утром девочки за кофе обсуждали, ой, кто что вечером вчера посмотрел, я не могла понять, как они могут еще после с такими напряженными глазами что-то смотреть. Я приходила, закрывала глаза и умирала до утра. И у меня этот эффект длился достаточно долго. Это еще называют офисный синдром. Но когда я где-то месяц-полтора поделала упражнения на зону глаз, я вдруг обнаружила, что у меня не болят глаза. И нет вот этого эффекта, что вам глаза насыпали песка. Его нет, он исчез. Помимо того, что я перестроила себе мимику глаза. Представляете? Я потом этот курс вообще продавала отдельно офисникам, а вы его здесь получаете бесплатно. Но, пожалуйста, от вас в качестве благодарности
либо деньги мне на PayPal, либо платные лайки, либо, пожалуйста, поделитесь моим каналом и становитесь моими подписчиками. Хорошо? Мы с вами договорились, ну, чтобы сохранить вот этот баланс. Спасибо вам большое за ваше внимание. Если у вас это упражнение получилось, вы большие молодцы. Мы идем дальше, встречаемся в следующую среду. Я всех вас крепко обнимаю.